Не, Ну, были наверное, случаи, что от меня убегали, но я догонял уже. Я больной умственно. Люди умирали, там бабушка в этом полумертвая стояла. Вот голосуйте за меня, я крутой мэр. Нельзя быть в этой сфере, не любя детей. Употребляешь ли ты наркотики? Да. Сегодня к нам пришел нарский блогер, которого вы, наверное, видели на улицах города Нарвы. Это просто Веня. Поздоровайся. Всем привет. Можешь рассказать вообще, как ты к этому пришел, какой у тебя был жизненный путь? Ого. Ну, я сначала родился, а потом пригодился. Вот, я, короче, закончил учебу, много было свободного времени, делать было вечером, делать было нечего, и стал видосики снимать. Вот, если верить моему инстаграму, то мой первый видос вообще в инсте, который я вообще научился снимать, был в 2020 году, прикинь. И я потом что-то снимал, но я бы не назвал это блогерством. Блогерство — это когда регулярно и качественно снимать. Так что, скорее всего, вот последние 3 года я активно занимаюсь видеосъемкой, а конкретно Нарский проект стартовал буквально зимой. Ему всего-то ничего, и уже вот 8 тысяч подписчиков, и хорошие просмотры там пошли. Вот. Просто как-то сидели. Просто я был знаком с Даней Владским. Он снимал любительское кино, и мы дружили, и он просто сказал, что он работает как раз в газете Нарской, и предложил мне: Веня, ты, наверное, единственный, кто может докапаться до людей на улице, не стесняться никого, много болтать, давай с тобой снимать, я тебе буду денежку закидывать. Вот, он как раз таки работал в газете, а я нет. Вот, я просто его знаком был. И все, и мы начали. Просто начали. Ну, а тебе вообще не платили или платили? Платили, чуть-чуть. Чуть-чуть? На enjoy хватало. А насчет образования? Какое у меня образование? Да, вообще. Ого, это сейчас в наши дни очень серьезный вопрос. Я скажу, что не бездельник, да, как не скажешь, блогеры типа бездельники, безработные, ну, так и есть, да ладно. У меня есть основное образование и гимназия в 13-й школе, ныне закрытой, и Нарское училище 2 года на мультимедиа. Ну и все, дальше просто курсы, какие-то самообучение и уже этот фриланс в сфере видео и дизайна. А фриланс ты на сайтах? Нет, скорее всего, сарафанное радио, я просто что-то делал или писал заведением, что я могу вам делать афиши, посты, СММ. И такие: о, давай. Вот. У нас до сих пор это, кстати, не развито. Сейчас реально можно в любое заведение написать, у них очень плохие просмотры и контакт в соцсетях, и просто предложить свои услуги. Любой молодой человек, который сейчас умеет снимать на телефон и что-то клепать, может вот так подзарабатывать на самом деле. И вот с этого и начали, так сказать. Мог бы ты нам найти кого-то? Это мы не вырежем. Да, я найду вам, я знаю всех, почти всех в Нарве, и они точно согласятся сниматься, потому что у нас такой город интересных личностей, которые хотят быть в кадре и заниматься своим искусством, творчеством и делиться с этим. Слушай, у нас в городе есть такая проблема, то что у нас множество населения все-таки взрослые, и они не понимают этого. Вот это вот блогерство, лучше пойди на завод и поработай сварщиком, грубо говоря. Сейчас даже это невозможно. Ну вот, к тебе вопрос. Как ты справляешься с хейтом? Наверное, он у тебя есть все-таки. Ну, хейт не только от взрослых, но начнем с непонимания взрослых. Они, наверное, не сидят в ТикТоке, но они смотрят Facebook, Instagram, поэтому, в принципе, мы дублируем контент везде, и что-то более официальное, выставляем в одни соцсети, что-то более трешовое в другие. Ну, знаешь, взрослые тоже, с другой стороны, сейчас более начинают, мне кажется, понимать наш движ молодежный, вот, смотреть, угорать, ставить лайки. Вот, они, может, никогда в этом не снимутся, но я уверен, что они все тайно смотрят, лайкают, и все вот эти вот угрюмые лица, на самом деле, угорают жестко с нас, молодых, и наших мимасиков. А конкретно хейта, у меня нет хейтеров, я хотел бы, чтобы они были, потому что хоть какой-то движ. Но вот тут вот, наверное, один человек есть где-то за кадром, которым, возможно, станет моим хейтером, я надеюсь. Вот хейт это классно, если бы он был, ну, там были какие-то, знаешь, не мега такие негативные комментарии. Я просто отвечаю шуткой или остроумно, знаешь, и там потом не идет какой-то диалог, потому что это уже какой-то трэш, там, что вы там деретесь виртуально, зачем? Это низкий интеллект показывает.
Вот, поэтому мы и решили, что там Нарви не снимать негативный контент, там в Нарве закрылось, ну, там в Нарве плохо, в Нарве коррупция, политики, все, мы оторвались от всего политического, от всего, разумеется, снять очень на границе, вот тебе 1 000 000 просмотров, а на кой, это не ты, не твоя страсть, не твоя подача, ты просто снял что-то хайповое. Лучше снимать то, что ты любишь, даже если сперва не будет больших просмотров. А мы любили Нарву, то, что здесь много движа, интересных людей, бесплатные мероприятия, кружки, и все это хотели просто показать людям, чтобы они перестали ныть, как Витавирма плохо, Нарва загибается. И на самом деле мы не преувеличивали, в Нарве реально были эти события, эти люди, и здесь реально не так плохо. Вот, так что всем рады, и хейтерам, и не хейтерам, это очень полезно. Ну, а что тебе будет из последнего, что у нас появилось, например, к чему у тебя душа лежит? Куда бы ты ходил, что из последнего появилось в Нарве? Это новая гимназия. Здесь вроде прикольно. Можно видосики снимать, свет хороший. Вот это арена на Крингольме тоже ничего так. Тоже там свет хороший, можно видосики поснимать. Футбольная? Да, как он там, забыл. Сложное название. Неважно. Футбольный холл. Да, пусть будет так. Не знаю, я пока не очень... Я скептически отношусь к новым построениям в Нарве, особенно которые не вписываются в наш антураж постсоветский. Но, наверное, надо просто это как-то пережить, принять, что Нарва будет меняться под Таллин. Но вайб и люди делают город, в первую очередь, а не здания. Здесь остались многие люди или возвращаются, и прикольно. Вот, так что не знаю, куда бы я ходил, там клуб настолок, в Астрефам. Я не знаю, что оригинально сказать. Я везде хожу, везде какой-то движ. Везде мероприятия происходят. И в маленьких местах, и крупных. Везде бесплатно крутые мероприятия, концерты. И вот я стараюсь посещать, освещать, во влоге участвовать. Я видел, ты недавно был У нас был мотобайкерский концерт, если не ошибаюсь. И после этого был жуткий ливень, сносило палатки. Что ты по этому поводу скажешь? У меня, кстати, есть кадры, могу скинуть, я хотел смонтировать. Я, я хотел пойти домой, но там были Пелелицы, но они хотели попасть последний день на каких-то великих чуваков, не помню, как они зовут. Мы пришли, там небо, кстати, вообще там полосой какое-то было обделено светлое, а потом сразу все это началось, палатки сносилось, там 10 звуковиков держали палатку со звуком, техникой, я уверен, что там у них не очень все хорошо закончилось. Вот, разумеется, все отменилось, и ливень шел, а я шел под ним, кайфовал, и я там сбегал за курточкой одной принес, и мы там еще какое-то время на улице проторчали с остальными, вот, и я все снимал, радовался, такой, о, классный ливень. Так что на байк-фесте мы поснимали крутой контент, спрашивали байкеров там всякие вопросы, которые интересуют обычных людей. Вот, они оказались добрыми, интересными людьми, так что хорошая почва для контента, любое мероприятие в принципе. Вот, а что просто непогода, кто сидел дома, не почувствовал, кто был на улице, почувствовал, обрадовался, выставил ТикТок и получил большие просмотры. У нас не часто такое бывает. Ну да. Но, по-моему, 2 или 3 дня подряд гремела гроза. А именно прям ливень, мега-ливень был последней ночью. 4. 4 даже. 4. Это чтобы мы купаться на море поскорее смогли поехать. Ну да. А то жаловались, когда плавать. А были ли какие-то проблемы? Вот группа Назарет, которая должна была выступать последней, у нее отменилось мероприятие. Может, ты знаешь, у нас будут там какие-то штрафы из-за этого? И вернули ли деньги людям, которые покупали билеты? Я вообще не веду, кто это. Ну, это самая популярная, которая была быть последней и закрывать этот фест. Я не думаю, что вернуть деньги, но мне кажется, это и так затратное мероприятие было, а теперь так вообще под угрозой, мне кажется, в следующем году, чтобы оно было. И его уже 10 лет не было, Байкфеста 9, из-за разных причин. Но тут прям, да, надо узнать у СМ, что у них там с оборудованием. Потому что они очень крутые сцены делают, хорошие ребята, команда, очень крутой звук всегда. Надеюсь, у них все обошлось, я просто еще не уточнял. А так все просто разошлись. В основном жаловались на шум, на гул, но не видел там в комментариях или где-то типа верните нам деньги, там вы испортили концерт, это уже не от них зависело. Ну и прогноз погоды тоже надо читать. Ну да. Ты сам был там? Нет. Ну вот, а как? Я был на море и купался. В грозу. В грозу. Сори. На зарядных наушниках слушал, да. Ну да, а что нет-то? Хотелось бы задать вопрос по поводу твоих родителей. Ого, так сразу. Так сразу. Как они относятся к своему творчеству? Поддерживают, не поддерживают?
Они у меня взрослые, консервативные. Не скажу, что они понимают, что я делаю, но понимают, что я что-то делаю. Где-то пропадал целыми днями. Э, Не, мама точно не смотрит, ну, я ей рассказываю, ну, знаешь, есть это видео, зачем тебе это, что ты там, это, и там, хочешь лайки там или что. А папа, он хотя бы Телеграм создал, он там лайки просто на все подряд ставит рандомно. Но мне кажется, он смотрит, вот, рассказывает, может, кому-то там, мой сын блогер. Ну, не сказать, что прям мега гордость, или там мы там обсуждаем, или смотрим ролики вместе. Я просто снимаю, ну, не для них, и, может, даже не для себя, а вот для других людей, чтобы они вдохновлялись. И вроде так и получается, что вот у нас новые ребята стали снимать видосики, вот и ты, и еще там молодняк какой-то. Да, может быть, пока что что-то странное, там они что-то дрыгаются, там что-то, но они стабильно начали снимать в ТикТок свой контент. Они увидели на живом примере, что это реально, осуществимо, что вот то, что они думали, кто-то уже сделал и показал, что так можно. Поэтому очень одна из целей что там Наре было как раз-таки вдохновить людей на вот этот движ весь. И чтобы у нас блогерское комьюнити росло, и отношение нормальное было к блогерам, и вообще это интересно, как в том же там в Питере. А то, что у нас просто все ходят вот так грустно, там не взаимодействуют, ничего не это. Или, ну, подача контента стал какой-то устаревший. Вот это не очень сейчас интересно. Поэтому да, мы делаем хорошее дело для города. Вопрос такой. Твои родители ну, задумывались, наверное, о деньгах. Что ты получаешь от блогерства? Сколько ты зарабатываешь? Нет, конечно, не задумывались. Они просто знают, что я где-то что-то работаю. Нет, моя основная работа — это ведущий мероприятий в Лазерзон центр и детская комната Галактикум, детский аниматор. И, ну, вот видеосъемки, там, рекламки и так далее. А блогерство — это просто хобби. Никто не думал, я не думал, что там будут какие-то деньги. Я просто реально из интереса. Просто, чтобы познакомиться с людьми, побывать в новых местах. Вот так что сперва и не было финансовой цели, и у нас нет монетизации в Эстонии, но со временем, там, после 2-3 тысяч подписчиков уже были предложения о рекламе, о съемках вместе, там, сходите в наше кафе, снимите магазин одежды, где-то за одежду работали, где-то за спасибо, где-то за кофе, где-то за еду, а потом где-то и за деньги, там, может, 100, 150 на двоих нормально. За одну рекламу. Ну да, ну знаешь, ты пишешь сценарий, подготавливаешь, все, приходишь, снимаешь, монтируешь, согласовываешь, и только потом постишь. Это хоть видео и длится, может, 2 минуты, 3, но оно более подготовлено, чем кажется. Так что это все равно, что там профессиональную камеру снять, просто вертикальный, просто на телефон. Так бы еще дороже, наверное, было бы. Особенно если куда-то там надо надолго уехать, там снимать 3 часа мероприятия, 4. Вот, а большинство контента, что вы видите, это бесплатно, это просто на альтруизме, просто прикольно, классно, и все. Без глубокого какого-то зарабатываю, как обычный человек, минималку, наверное. Но если бы я не был ленивым, не катался все время куда-то, наверное, делал бы 1000 больше. Ну, не на проекте именно, а в целом. Там подрабатываю, там, сям. Но мне лень. На NJ хватает. Как у тебя насчет целевой аудитории? Кто она? Кто она? Кто она? Знаю быть, кто она. Это... Несмотря на то, что все время ко мне на улице подбегают, пугают меня дети, типа, я на вас подписан, снимите телеграм-кружочек, сфоткаемся. Что-то там еще. Напиши на моем телефоне, на чехле фамилию. Что происходит? Это странно для меня, знаешь. Я не какой-то миллиардник в Питере, который хайпит там на всех. Там я просто снимаю и не рассчитываю на какую-то бурную реакцию, но она есть, само собой, от детей в первую очередь. Так что дети точно смотрят. Там, не знаю, со скольки можно ТикТок регистрировать. А так у нас контент, на самом деле, для подростков, молодежи и взрослых, потому что мы рассказываем информацию. Ее надо слушать, воспринимать и запоминать. Это не про детей больше. Вот. Так что если смотреть статистику, последний раз мы что-то крутили, там что-то было с 18 до 40, до 50 лет. Вот то, что нам нужно. Но именно обратную реакцию, отдачу мы получаем именно от молодого поколения, потому что они более раскованные и не стесняются сказать, что думают. Но были взрослые, кто поддерживал, говорил, даже в Таллине: о, мы вас смотрим, молодцы, продолжайте в том же духе, или давайте снимем что-то это было прикольно. Это поддержка, и это вот само собой разумеющееся, когда ты горишь для своего дела, социальное такое дело, взаимодействуешь,
И потом много людей подключается к этому движу, и еще больше, надеюсь, подключится. В глазах молодежи ты, можно сказать, кумир. Ну, в глазах, наверное, вот маленького возраста. Грубо говоря, кто для тебя кумир? Кумир. Кумир. Что за иностранное слово? Я загуглил, я просто смотрю разных блогеров, но я не знал, как они называются. В основном я захожу в ТикТок, чтобы поугарать. Но вот есть Муста Рауф, он очень смешно делает. Нарва Мус, нарские ребята, Пусть нам молодцы. заплатят. Да? Мармеладыч, тоже прикольный. Нарва Легенд, вот паренек стал про машины снимать что-то. Алеша, прекрати. Знаешь, может быть, у них тематика не как у нас там жизнь города или мероприятия, но я смотрю их, и чтобы эмоционально разгрузиться, и потому что у них подача интересна. Какой-то хук, какой-то прием, какая-то методика взаимодействия с людьми. То есть можно вообще любого чувака смотреть и чему-то научиться и вдохновиться. Вот Багрин, мой знакомый, тоже вот снимает про Эстонию, про все, про движ, он молодец. И так далее, и так далее. У меня нет конкретного человека, от которого фанатею. И не то, чтобы я YouTube смотрю, но вот мои друзья, вот Мира Котик, Лида, Ира, Надя, Георгий, все, короче, вот скриншоты сделал. Что-то снимают и вдохновляют. Вот, ну и питерский контент тоже смотрим, там много людей, там все спрашивают, там, что слушает Нарва, мы с этого и начали, кстати. Самое простое, подбегаешь к любому чуваку с наушниками, это не постанова, останавливаешь, реально пихаешь микрофон в лицо, в глаз и говоришь, что слушаешь. И они, вообще не отказываясь, отвечают, прикинь. Ну, мне кажется, были какие-то случаи. Расскажи про какие-то По случаи. лицу когда давали? Ну, Не, были наверное, случаи, что давали. от меня убегали, но я догонял же. А, Нет, именно что слушает Нарва, все отвечали, прикольно было. Потом я предложил рубрику, нам же надо было не только это снимать, вот, что там Нарве. Я сказал, что я вообще давно хотел снимать блог про Нарву и про интересные места, но не было, я не задумался над этим серьезно, и не было оператора-монтажера. Вот. А Даня Волоской, с которым я работаю, он был, можно сказать, режиссером, продюсером. Он больше всего вложился в проект. Он монтировал почти все ролики. Он прописывал сценарии, идеи, созванивался с ребятами. Иногда я созванивался. Вот, он контролировал в процессе съемки, что говорить там, или я накосячил где-то. Ну и я, в свою очередь, что-то это. Так что вот если прям смотреть объективно, то 70% работы, 60% это вот этого Дани, который сейчас еще снимает короткометражный фильм. Вот, так что не только моя заслуга, и не было цели, чтобы я стал популярным медийной личностью, для меня это все это странно. Вот, просто хотели, опять же, вдохновить людей, познакомиться с новыми людьми, местами. Вот, и я ушел от вопроса, да. Я умею заговаривать. не, ну именно вот было такое, то, что по лицу По давали, лицу, вот, да. или орали на тебя. Нет, было типа не снимайте или удалите, пожалуйста, кадр, но крайне редко. И мы такие, ну, вы в принципе не ответили на вопрос, смысл нам этот кадр дальше использовать. Ну, удаляем и говорим, ну, раз вы отказались отвечать, само собой, мы что, по приколу ставим этот кадр? Нет, мы просто удаляем, уважаем право человека. Вот. Мы не решались какие-то серьезные вопросы брать, какие-то философские, или что вы думаете про правительство, образование, просто такие легкие вопросы. Что вам не хватает в городе Нарва? За что вы любите свой город? Ваше любимое место? Что вы готовы пожелать городу Нарва? Вот такие вот простые вещи. Там тоже люди иногда очень долго думают, но ничего, пусть привыкают. Потому что скоро этого будет много на улице. А по лицу не прилетало, в комментариях не прилетало. Вроде нормально. Может, мне всем меня жалко, думают, что я больной умственно. Жалеют. А может, просто я улыбаюсь, и им хорошо. Ну ты же понимаешь, что мы обрежем только момент, где ты говоришь, я больной умственно. Да, давай. Вот в начало, кстати, ставь, да. Вот знаешь, где нарезка идет? Еще мы делали там движи по типу, раздавали призы, фотки или цветы Газеты. бесплатно, да, газеты. Вот когда мы сотрудничали с газетой, не сказать, мы сейчас не напрямую сотрудничаем, но они иногда репостят наши видео. Вот, у нас до сих пор написано газета «Я» в ТикТоке, но мы хотели переименовать уже 100 раз что-то Наре. Но сейчас проект на паузе, на отпуске, на лето или навсегда, я не знаю. Но в любом случае всегда будет какой-то движ, какой-то контент. Я развиваю и личные соцсети. Вот сняли про открытие кафе «Уют», и там уже 11 тысяч просмотров в инсте. Я офигел.
Я просто офигел. Ну вот из-за Арчи Морриса. Кстати, пусть Его приходит. никто не узнал. Ни в ТикТоке, ни в Инсте. Не, я думаю, все узнали. Думаешь? Да. И вопрос к тебе такой. Вообще, ну вот газета, она, насколько я знаю, вот эта вот газета Нарва, она не проплачивается государством, потому что она ведется на русском языке. Ну да, наша Вот. газета. А почему ты именно ее взял? Типа, почему нельзя было взять какую-то другую, которая проплачивается государством, и там уже работать? Как я же сказал, мой режиссер, оператор Даниил работал в газете изначально, до проекта. Ну, а почему нельзя было И другую для взять? популярности газеты, для этой, а я вообще не задумался о серьезно блогинге или заработке. Он просто сказал, давай попробуем. Надо, типа, газету сделать популярной. Создадим ТикТок, будем снимать наши новости. Я такой, давай. Там будет тебе денежка немножко. Я такой, ну давай. И все, снимаем. Разумеется, если мне сейчас какая-то газета напишет, я подумаю, почему бы нет. Я вообще от предложений редко отказываюсь. Вот, и ты написал, я уже здесь как. И любой напишет, вообще классно, что пишут, знают и хотят позвать кого-то. Нарва вся строится на связях, и вот за это я люблю этот город. Вот, благодаря связям все возможно, все осторожно. Не думал просто стоять на границе и зарабатывать за это деньги? Ну, продавать Какие очередь. услуги я там буду оказывать? Продавать очередь. Хорошо, что уточнил. Я буду... Нет, ну я снимал, когда там, я зимой стоял 8 часов, я снимал вот эту Грузию, боль, там люди умирали, там бабушка в этом полумертвая стояла, вот это я все поснимал, такого прикольно. Ну, в плане попасть в такой опыт, а не то, что ей холодно. Нет, ей помогли, ее потом провели куда-то, но это вообще жестко, если ты там, ну, наполовину мертвый, лучше не идти на границу, это реально испытание не для всех. Вот сейчас жара, я продукты приносил, сейчас не приношу, но обычно, знаешь, там Сталина там упакованы, все официально, ну, это, никакой там контрабанды, просто там овощи, фрукты, обычное дело, все сейчас проносят. Ну, в большинстве случаев, я так понял, вещи какие-то, агрегаты, а мы просто продукты для какого-то чувака. Вот, там, делал маленькую денежку, сейчас жарко, и сейчас мне это вообще не сдалось. Я вообще больше, чтобы помочь другу, который ходил. Мне не нужны эти деньги, но мы в процессе ходили в магазинчик, ездили в Кингисепп в суши, уже прикольно, приятно, болтали там со всеми на границе. Так что просто болтать, да, то, что вот там скрытно снимают видео или звук, или там один чувак Нарский все время записывает про очередь, это настолько интересный контент. Ой, нет, у меня была только одна мысль про границу, это снять интервью, типа, с какой целью вы готовы стоять там 10 часов, все. Но я так и не снял, может, потому что полностью бы пролетел, а может и нет, там настолько людям скучно, что они сейчас, мне кажется, на все готовы. Придешь там с подкастами, да, конечно, давай, или с гитарой, или там кто-то оперу пел, и все залипают, кайфуют, ставят стульчики, столы. Я как-то ночью там стоял, стол, столы, принесли тете пледы, виноград, и просто сидели, жрали. Классно было. Но я подожду, пожалуй, когда лето закончится, чтобы повторить это. Ну, вообще, ну, граница — это государственное учреждение, можно так сказать. Вот. Да, там учатся люди выживать. Ну да. И вопрос, у тебя были коллаборации с мэром города, если я не ошибаюсь, с Катри Райк. Да, коллаборация. Как тебе опыт работы с мэром города? Было ли страшно? Что страшно? Не, ну мало ли Просто- страшно. Ну какая-то же есть давление. то Просто есть- женщина на своей работе делает свое дело. Вот, я не скажу, что я мега симпатизирую, я просто нейтрально отношусь. Вот просто человек есть, и он что-то делает. Может быть, со временем я увижу, что город очень крутой стал, и я буду уже фанатом. А сейчас вся политика просто нейтральна. Неважно, хороший, плохой, не голосую, ничего нет. У меня вообще серый паспорт, без гражданства. Вот, и она просто написала, или мы предложили. Мы предложили, это же Нарва, значит, надо снимать все, что про Нарву. А что может быть про Нарву, как не сам мэр Нарвы? Поэтому, скорее всего, мы или Даня написал ей, и мы что-то сняли. Потом она пару раз попросила что-то снять там про границу, еще что-то, и все. Вот просто мы не собирались превращаться в политический канал, контент и снимать про политиков или Катри Райк долго сотрудничество. Это просто разовые предложения, разовые видосы, которые прошли и забылись, и не планируются. Платила ли она вам? Но один видосик, может, там чуть-чуть дала. На границе тоже сняли. Ну, потому что это уже как работа была. Это, знаешь, это как
Там не был, ну, чтобы вы понимали, что вы не поняли, я объясню. Это не был видос, типа, голосуйте за меня, я крутой мэр, или, типа, социал-демократы, нет, это вообще не этого. Там просто приехал какой-то великий мужик Сталина проснимать новость про границу, мы буквально 1 минуту сняли интервью, разошлись и все. Это как обычный видеозаказ, знаешь, вот как вас попросить, там, снимите там мероприятие или вот этого человека, или и все. Так что нет, мы не проплачены, не куплены, только если за enjoy и за вкусняшки в кафешках. Вот. Но если вы смотрите наш контент, то там малоизвестные места Нарвы, мероприятия и просто немножечко взаимодействие с людьми на улице. Вот такой движ. И мы хотели поменять формат, но пока, видишь, судьба канала неизвестна, непонятна, уже 2-3 месяца ничего не делаем. Вообще, вот как ты изменился за ведение этого проекта? Что поменялось в тебе? У меня стала спина болеть. Ну, работаешь много, наверное. Ну, это надо ходить, что-то таскать. Знаешь, за кадром много чего происходит интересного. Там перетащить вещи, подготовить локацию, там подраться с кем-то. Изменилось. Я стал больше любить детей. Я детский аниматор, могу себе позволить. Я работаю с детьми. Я должен понимать их. Я в лагеря езжу. Я там Чего карать? Я наставник. Наставник в лагерях обычно, поэтому нельзя быть в этой сфере, не любя детей. Нельзя быть блогером, отчасти не любя детей. Потому что это тоже потенциальная аудитория, и они более искренние, и если они любят, фанатеют, они дадут об этом знать. Майкл Джексон также говорил. Да, пух ему миром, земля сверху. Вот. Все, меня сейчас зачмырятся в комментариях, да? Ну, я не знаю, посмотрим, что вы там наделаете. Может, вставите только... Да, я стал больше любить людей и ходить на мероприятия, потому что до этого я не посещал свои мероприятия, мне было лень. И мне реально было лень, знаешь, надо на Криголь переться. А это была мотивация прийти, снять и на хайпе мероприятия что-то снять. Вот. И я познакомился с новыми людьми, научился круче говорить, генерировать мысли, идеи, шутки, подача, вот это все, видеопродакшн, все это прокачалось. Как и мои личные соцсети, в Инстаграме больше просмотров и узнаваемость, и да. Ну, с кем из самых популярных ты работал, если у тебя узнаваемость повысилась? С Арчи Моррисом, ну это был разочек вчера, позавчера. Сняли рекламку для кафе. Популярный. Что у нас вообще есть в Наре популярный? Это когда там, не знаю, тебя 50 человек знает? Ну, у Арчи Морриса больше знают. Катрирак популярный? Относительно. Значит, с ней. Кто еще популярнее был? Не, у нас в Наре, мне кажется, другое понятие популярный. Не миллионы охвата, а когда твое имя на слуху, как минимум. Или твой канал. Ну, как вообще ты поработал с Арчи Моррисом? Поболтали, кофе попили, поугорали. Да. Хороший парень. Как просто чувак подошел и поболтали. Ну, как обычный чувак. В хорошей форме, воспитанный, добрый. Чё? Мы ждем его. Да, мы тебя ждем, Арчи Моррис. Я же сказал, что все не ограничится кафешкой. Вот теперь ты влип по полной, и тебя ждет этот удобнейший диван. Он реально удобный. Показывал ли он тебе бицепс? Конечно, в кадре. Так я сам сказал, типа, ну что ты будешь в кафе стоять вот так вот, ну покажи, что ты спортсмен, и ты пьешь кофе. Все. Ты тоже увидишь, не волнуйся. Что ты не хочешь снимать вообще? Вот какие у тебя табу темы, которые ты бы никогда не снял? Какой-то негатив, наверное. Ну, негатив можно, но с посылом, знаешь, типа снимаешь что-то плохое и не хейтишь, а говоришь, что так делать нельзя, что-то моральное, знаешь. Еще была рубрика, есть в ТикТоке, ты ставишь микрофон на улице, и там табличка висит, там, например, что бы ты сказал себе 5-летней давности, или там, за что ты благодарен своим родителям, вот такие вот. Я хотел социальные вещи снимать, потому что прикольно и познавательно, раскрывает больше людей и нас чему-то учат. Вот, я бы никогда не снимал политическое, и все вот эти политики, кто что-то писал, я сказал, до свидания, отстаньте. Потому что у них сейчас какой-то зуб заточен на молодежь, типа, мы за молодежь. Я не заметил, где они там за молодежь и как они в молодежь вкладываются, пока только на словах. Все закругляем?
Хорошо. Нет. Тогда вот так надо. Не, мы просто хотели вопрос тебе задать. Вообще все блогеры и все творческие люди иногда замечены за одним делом. Чё? И к тебе вопрос, употребляешь ли ты наркотики? А чё, по мне так видно? Ну, возможно. Нет, это просто позитивный. Мне кажется, жизнерадостность это и есть наркотик. Когда тебя не отталкивает то, что отталкивает других, а ты наоборот идешь и делаешь что-то. Меня вдохновляют люди, мне нравится новое знакомство, и чем этого больше, тем я счастливее и заряженнее для подвигов. Так что нет, я ничего не употребляю, только enjoy. Опять сказал enjoy, да? Ну пусть будет, может заплатить со временем. Знаешь, мы рекламу Соцких сырков тоже сняли, нам не заплатили. А они противные, если что. А мне пришлось их кадры сжать, как не знаю, что, как землю какую-то. Твору. Да. Я ответил на вопрос? Я уже забыл. Наверное, да. Будет понятно на монтаже. Мне кажется, какой-то вопрос не был задан, да? Есть. Есть такие вопросы? У меня к себе? У меня есть. Давай. Есть ли у тебя какая-то команда? Всем интересно, вот кроме твоего оператора, которого ты сказал. Режиссер оператора. Он всегда меня поправляет. Он сейчас СММчик у многих кафешек. Вот, но я вроде бы как начал новый проект, называется Narva Voice, он есть в Ютубе. Пока что там просто разные подкасты тоже, сам чисто делаю. И один вот видос, набравший 1700 просмотров про Байкфест. И мы хотели в таком стиле и снимать вот этот движ. То, что в моей команде вот есть Коля, который новый оператор, который тоже горит для съемок на улице, для таких вот вещей социальных. И вот мы с ним снимаем вот Narva Voice видосы. Вот тоже пока что у него свои дела, у меня свои дела. А так, команды, мы иногда звали волонтеров, иногда были постановочные видео, но редко, знаешь, просто по фану, и там прям видно, что постанова там, когда просто юмористическая цель была там. И мы звали знакомых сняться, но в основном это все реально незнакомые люди. Или даже если я встречал на улице знакомого человека, а я знаю там, ну, много кого на Аре, но все равно будет так, что я случайно встречу и спрошу, то это не считается постановой. Я же, ну, не подговаривал их, просто я знаю многих, и они попадались и снимались. Вот, так что все они молодцы. Все, кто репостит, ставят лайки, спасибо вам огромное, потому что это все поддержка. Так что я не скажу, что кто-то еще есть в нашей команде. Вот просто мы вдвоем в основном делали. Просто лампа, просто микрофончики дешманские, штатив, воображение и все. Что самое смешное было на этих мероприятиях, что тебе больше всего запомнилось? Желательно самое смешное. Минутка смеха. Я не знаю. Смешно. Я всегда угораю. У нас есть... Можешь ставить нарезку из 10 минут, где мы угораем за кадром все время. Потому что у меня очень плохая дикция, большой поток мыслей и слов. И я такой клише вообще всегда говорю. Вот просто чисто нарезка моих тупых слов, это уже смешно. А так, что я там упал или еще что-то, там, поскользнулся на банане, пока не было, но жду. Планируется. Ну, обычно, когда вот снимаешь видос, у нас же не официальный контент, не просто «Здравствуйте, у вас какой-то интересный магазин, невероятно». Нет, просто «Здорово, чувак, что у тебя тут за вещи стоят с Алика?» и все. И вы там потом рофлите, что-то болтаете, и получается смешно. Вообще, Неофициально, неформальная обстановка, когда вот просто вот так по фану. фановые вещи всегда есть. И хотелось бы спросить к тебе такой вопрос. Чувствуешь ли ты, что делаешь что-то важное для города? Я не знаю, я чувствую только голод и что я хочу спать в последнее время. Мы просто снимали на инерции, я даже не все видео пересматривал, но как будто бы что-то делаем. Судя по комментариям, которые были, мы их читаем и понимаем, о, прикольно, теперь Таллин лучше думает про Нарву. Или там Латвия, Литва знают про Нарву, или город станет более туристическим. Тоже способствует блогерству, туризму на самом деле. Посещению малоизвестных мест. Так что то, что мы вот все рекламные вот эти видосы или там малоизвестные места, это в любом случае польза городу, потому что люди узнали, что есть вот такой-то магазин, такая-то швея, такой-то это, такой-то, такая-то, и где их найти, и это уже польза, потому что люди просто в вакууме не знают, чего у нас есть, чего нет. И я сам не знал многие места, пока не посетил их.
Я просто жил в Нарве 20 лет и не знал вообще всего. Вот тут здание, какое-то здание, а теперь я знаю, что это, и они знают. Так что польза есть. И позитив, и о хорошем, я думаю, тоже люди настроение поднимают. Это так. Возможно. Возможно. Возможно, да. Грустно. Может, А, твое видео тоже настроение поднимет? Или опустит? Не знаю, стена Е Надо что-то помнит. фановое нам сделать. Потом потанцуем. Не знаю. Вопрос такой. У тебя очень разношерстная аудитория. В основном это дети, наверное. Потому что ты работаешь аниматором. Как все мы, ну, не все знают, но, наверное, многие видели, как ты в лазертаге работаешь аниматором. Если вот какой у тебя опыт с детьми? Ты сам это сказал. Богатый. Да, блин, ты что ты говоришь? Видишь, как важно правильно поставить вопросы? Я правильно поставил. Наверное. Поставил меня на место. Я работаю с детьми уже лет 5. Я просто был в училище, и в УП-чат поступило предложение. Подработка, работа с детьми. Я такой, о, прикольно. Я не любил работать с детьми, и вообще, кто это такие, зачем это. А потом все пошло у нас и лазертаг, и там всякие и развлекаловки, и разные программы, шоу, и городские мероприятия кучу делали, и свадьбу, и все на свете я делал. И все это прикольно, это тоже социальное знакомство с людьми. У детей прикольный вайб, шутки, юмор, энергетика, делали лагеря, с них много можно рофлить всякое. И в то же время они искренне и поддерживают, и лайкают, и не стесняются. И сегодня с ними съемки будут тоже в каком-то фильме. Так что да, это прикольно. Вот. Насчет свадьб. Свадьб. Да. Снимали свадьбу. Нет, У тебя свадьба? ты работаешь ведущим, как свадьба? Я был и ведущим, и оператором, и фотографом. Но я не был еще организатором, это, наверное, слишком запарно. Так что да, организовывать мероприятия в Нарве мы делали и планируем еще для молодежи какой-то движ. Круто, что есть клуб настолок, и можно, уже много народу приходит, и они попросили снять с ним видос, чтобы больше людей узнало, что можно бесплатно, вот до сих пор они оставили бесплатно, приходить, знакомиться, играть на столке, кушать вместе, веселиться, это вообще классно. Я хотел клуб настолок, и они впервые осуществили эту цель, и Нарва вот просыпается, оживает, прикольно. Ты спрашивал с детьми что-то? Ну вот это... Вот стабильно работаю, все хорошо, и там еще и видосики крутые снимаем, и ребята у нас веселые. Одни приходят, другие уходят и так далее. И вот опять же, это проходка на большие мероприятия интересные в городе Нарва. Работать в лазерзоне в детском комнате Галактикум. Это весело. Я не скажу, что у меня стандартный какой-то рабочий график там 24/7. Просто иногда работаю, прикольно, в свободное время, да. А теперь небольшой блиц. ТикТок или Инстаграм? Инстаграм. Любимое место в городе одним словом. Астрикескус. Идеальный зритель, кто он? Который любит жизнь радостный или любвеобильный человек. Тренды или свой стиль? Свой стиль. 3 слова, которыми опишешь Нарву. Город скрытых возможностей. И с нами был... Просто Веня, просто блогер, просто все свои. Сидим, что-то болтаем о умном. Но самое главное, любите жизнь, любите город, активно участвуйте во всем и приходите к этому чуваку на самые лучшие подкасты города Нарва. Перепишем.